Добрый день! Приветствую вас на канале Мама со стажем. И сегодня я решила сделать, у меня есть замороженные яблочки, и сделать такие пирожки, как делают в деревнях. Мой муж построил печку русскую, и сегодня я вам покажу подробно, как я их буду делать и выпекать в русской печи. Это очень интересный и интересный процесс и вкусные пирожочки. Вот я замесила тесто. Как месить тесто, наверное, все знают. Если кто не знает, подписывайтесь на мой канал. И на моем канале вы узнаете много очень интересного, чего нет на других каналах. Надеюсь, вам понравится. Оставайтесь вместе со мной и будем печь сегодня пирожки в русской печи. Для начала мне нужно собрать тесто и сделать из него форму, пригодную для выпекания. Так как вот такое вот тесто, ну как мы в печку положим, можно как-то и яблочки туда положить и тому подобное. Можно с творожком сделать, можно с картошечкой, можно пустые просто раскатать и с сахаром, тоже очень будет вкусно. Можно стаканчиком вырезать и посыпать сверху сахар. В общем, вариантов море. Но в данный момент я разморозила яблочки и хочу сделать с начинкой с яблочек. Вот я тесто замесила, очень мягкое, воздушное, на дрожжах. Это дрожжевое тесто. И сейчас будем делать красоту из этого теста и вкусняшку. Вот такой пласт. Берем ножик, режем на части, чтобы было примерно одинакового размера. Откладываем их в сторонку. Вот эту половинку мы сделали. А эту половинку пока отложим. Сделаем с этой половинки. Так. Вот берем кусочек теста, берем муки, чтобы подсыпать, и начинаем месить тесто. То есть берем край теста и вмешиваем его в серединку. Это для тех, кто не знает. Кто знает, извините за подробности. Делайте, как вы умеете. Затем переворачиваем. Можно руки еще постным маслом смазывать, но я не люблю, когда они жирные, я их мукой вот так. Мне тоже очень достаточно. Конечно, руками я не смогу его выровнять, правильной формы сделать. Я беру качалочку и слегка вот так раскачиваю. Это мои бабушки, прабабушки так пекли. Я сегодня хочу показать вам такую же форму, как они делают в деревнях. Печку мы построили, мы, правда, живем в центре Одессы, но хотим пирожков тоже деревенских, хотя бы изредка. Вот такой пласт надо овальный сделать, затем порезать вот так по краям, елочку сделать. И с этой стороны до конца вот так разрезаем. Вот такие прорезы получились, видите? Видно? То я не вижу на камеру, видно или не видно, сейчас посмотрю. Вот, елочка у нас получилась. Теперь в центр мне нужно положить яблочки. В деревнях это делают руками, но это были замороженные яблоки. Я возьму все-таки ложкой. Как-то руками не по себе. Ну ладно. Но руками все равно поправить придется, потому что некоторые яблочки упали. Теперь баночку я взяла с сахаром. Все как в деревне, все как полагается. Не сахарницу по-городскому, а как
люди привыкли. И насыпаем в серединку сахара. Это для того, чтобы наш пирожочек пустил сок и был не сухой. Теперь начинаем заворачивать сюда, сюда. Вот так, вот так, вот так. Смотрите, какая красота получается. И последний кончик. Вот. Вот такой пирожочек. Посмотрите, какая прелесть получилась. Сказка. Он когда поднимется, вообще будет сказочная красота. Теперь беру вот такой противнечек. Противень. Нужно его смазать обязательно маслом. Вот я наливаю масло. И выкладываю сюда пирожочек. Вот так рукой немного размазала. И выкладываю пирожочек. Сейчас я выложу и покажу. Вот так я его беру и положила. Рядом у меня получится еще один положить пирожочек. А затем я сверху смажу яичком. Пока я прервусь на паузу, сделаю все пирожочки, чтобы не отвлекать у вас внимание. Пирожки будут все одной формы, одинаковые. Решила показать вам еще один, как я делаю. Вот. Раскатываем, переворачиваем. Здесь мука. И немножечко делаю овальную форму. Тонко катать не нужно. Ну, вот такой сантиметр на ноготь. Высота на уровне ногтя. Теперь начинаем разрезать. Резать очень легко и быстро так. Одним движением, и тесто быстро режется. А серединку оставляем нерезанную, целенькую. Вот эта часть целенькая. Теперь опять берем яблочки. В серединочку накладываем. Сахарок не забудьте. Так как если яблоки кислые, будут невкусные пирожки. И сока не будет. А когда сладенькие, они очень вкусные. Смотрите, вправо, влево. Вправо, влево. Ой, то есть я наоборот говорю. Ну ладно, неважно. Одну часть туда, одну сюда. И делаем такую косичку. И конец вот так загибаем. Затем берем пирожочек и перекладываем на противень. Посмотрите, какая красота. А противень с масличком. И они должны немножко подойти. Вот так вот друг от друга далеко ставим. Так как тесто воздушное, оно подойдет. И чтобы было куда ему вырасти. Сейчас я закончу с остальным тестом и будем переходить к печке. Вот такое количество пирожков у меня получилось. Здесь форма такая, а здесь немножко другая. Теперь нужно их обязательно смазать яйцом, для того, чтобы было румяное. Если не смажу, оно будет просто белого цвета, а мне нужны румяные пирожочки. Я отделю желточек от белочка. Если чистым желтком смешать, он будет густоватый. Для этого я добавлю чуть-чуть водички. Если было у меня молочко, было бы получше. Ну, нет, так нет. И вот таким составом нужно смазать мои пирожочки. И осталось мне смазать еще один противенечек с пирожками, чтобы они были румяные, красивые, загорелые. Можно сахарной водичкой смазать, но я решила яйцом смазать. Печка уже прогорает. Мои пирожки минут 5-10 еще постоят. Немного отойдут, так как я их мучаю все время. Они поднимутся и будем выпекать в русской печи. Вот я вынесла свои кулинарные изделия к печке. Печечка уже горит. Еще немного нужно подождать. Должны уголечки прогореть.
Затем их раздвигаем в стороны. Лишнее убираем. Ставим туда пирожочки. Закрываем заслонкой. Вот. Затем закрываем их заслонкой. Вот так железной брать, конечно, не надо. И уголечками подсыпаем под железную заслонку, чтобы было тепло. И будем ждать результата. А пока полюбуемся, как горит уголечек. Для тех, кто живет в городе, это приятно понаблюдать. Но мы живем в частном секторе, у нас есть и собаки, как вы слышите, и куры, и огород, и русская печка. Эта печка у нас 3 в 1. Вот здесь плита, а здесь коптильня еще. Мы не еще не пользовались, только построили. Еще вот до конца не обштукатурили. Но вот самой печкой пользуемся. Уже раза 4 пользовались. Кому интересно посмотреть, как устроена эта печь, у меня есть видео. Посмотрите на мои видео и все узнаете. Лишние угольки нужно повыгребать. Еще много жара, надо, чтобы прогорело, так как мои пирожки сгорят моментально. Там хорошая температура. Вот такие пирожки до того, как они испеклись. А после тоже покажу. Ну, еще нагорает же. Подождем немножко. Решили попробовать экспериментально. Сковородка чугунная. Первая партия. Ждем. Посмотрите, как чувствуют себя пирожки в этой красоте. Это, конечно, делать нельзя, но для камеры что только не сделаешь ради своих зрителей. Что не надо. Вот такие румяные пирожочки у нас получились. Сейчас будем вторую партию. Угли немного прогорели, теперь ставим вторую партию. Сейчас будем снимать пробу. Мы с сапкой, у нас нет таких рогачей, как в деревнях. У нас есть сапка. Подвигаем. Дилетанты, еще то толком не умеем. Но Мы ж пробуем. тренируемся. Эксперименты. Эксперименты удачные, это тоже всегда хорошо. Неудачные тоже неплохо. Все, мы поместили свои пирожки. Вот огонь лишний выбрали. Он горит здесь с краю. Пирожки шкварчат. Слышь, как? В масле шкварчат. Немножко прогорит. Сейчас закроем печку. Я хочу вам звуки послушать. Вот такие румяные пирожочки у меня получились. Сейчас я их выйму с этой стороны. Они тоже должны быть румяненькие. И тогда тесто не сырое. Вот так в разрезе. Я вам одной рукой просто показываю. Вот такие вот пирожочки. Приятного всем аппетита. Пышные, красивые, внутри яблочки. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной. До свидания.